Настало время анонсировать нашего первого спикера. Артур Азизов, B2B брокер в зале ЛВ. Я прошу приветствовать Артур Азизов, наш замечательный партнер. Много знает про индустрию, микрофончик. Спасибо, Евгений, спасибо. Только не B2B брокер, а B2 брокер. Это бизнес to брокер. Спасибо. Всем привет, ребят. Сегодня я расскажу про такую тему, как запустить свою криптовалютную биржу. Может быть, кому-то будет интересно, может быть, у кого-то есть планы по запуску своей биржи. Да? Не думайте, что бирж бывает много. Каждый день кто-то закрывается, каждый день кто-то открывается, каждый день кто-то вырастает. И сегодня я вам дам информацию, исходя из моего личного опыта, исходя из опыта наших партнеров, клиентов, контрагентов и так далее. Пару слов буквально о нашей компании. B2 брокер компания работает фактически с 2014 года. На сегодняшний день более 100 клиентов по всему миру. Практически, я не знаю, даже стран, в которых у нас нет еще клиентов, используют наши продукты и сервисы. B2B InPay мы запустили где-то в конце 17-го, начало 18 года. На сегодняшний день порядка 180 компаний в мире используют продукт B2B InPay. Если говорить подробнее, можно на стенде будет узнать наши продукты, но основное это B2 брокер. Мы занимаемся разработкой софтверных решений для брокеров, криптоброкеров, криптовалютных бирж, форекс-брокеров, процессингов, мерчантов. И Маек, и B2B InPay обслуживает мерчант клиентов. Собственно, сегодня мы поговорим о том, из чего состоит биржа и какие необходимо сделать базовые, минимальные шаги для того, чтобы она нормально функционировала, для того, чтобы вы могли быть конкурентоспособным и для того, чтобы у вас дела шли хорошо. На самом деле, конечно же, на этот слайд не уместились там 1000 мелких компонентов, которые включает в себя биржа, и далее мы поговорим о них подробнее. Весь операционный блок биржи можно разбить на основных 8, назовем их, департаментов или направлений. Первое — это, естественно, юридические, технологические, ликвидность, да, как отдельный блок, потому что на сегодняшний день это один из важных вопросов. Блок финансов, операционный блок, маркетинг, сейлс и, конечно же, блок безопасность. Далее я буду показывать более детально каждый из блоков, и начнем мы с юридического блока. Юридический блок — это необходимая базовая вещь для любой биржи. И вне зависимости от того, крипто или крипто-фиат, вам придется столкнуться с лицензиями, с регуляторами. Дальше все будет зависеть от вашей бизнес-модели. Вы будете работать по модели крипто-фиат или вы будете обслуживать только крипто клиентов. Но лично я верю в то, что каждая биржа должна работать крипто-фиат. Это намного сложнее, намного труднее, но это намного прибыльнее. Естественно, дальше будет зависеть от ваших регионов, да, на какие регионы вы будете таргетироваться. Если говорить про Америку, это другой мир. Если говорить про остальные какие-то страны, да, то Европу это более понятно. Все остальные страны чуть более легче, но все будет зависеть от отделов, которые вы будете запускать, комплаенс-отделы, какие банковские партнеры будут с вами работать, платежки и так далее. Но на самом деле каждый из этих пунктов потребует от вас много инвестиций, большой команды, которая будет вовлечена в работу и развитие этих всех небольших отделов в этом первом юридическом блоке. Следующий блок у нас — это технологии. Конечно же, сейчас, даже с учетом того, что у вас будет хорошо выстроенная legal часть вашей биржи, у вас будет лицензия, у вас будет хороший комплайнс отдел, у вас будут надежные банковские партнеры, у вас будут платежные системы, которые будут позволять вам принимать и выводить фиатные платежи.
Дальше вам необходима технология для того, чтобы это все поддерживать и для того, чтобы все это обслуживать. Можно биржу разделить на несколько вот таких вот поинтов. Я имею в виду технологический блок биржи, да, то есть это личный кабинет клиентов, это бэк-офис для вашей команды, для верификации клиентов, для подтверждения заявок на выводов, для изменения лимитов, для внесения каких-то изменений. Дальше это, естественно, OMS, это Order Matching System и все обвязки, которые вокруг нее, потому что сам матчинг это просто система, которая сводит заявки, но вся логика обработки ордеров происходит через непосредственно OMS, и вот эта логика обработки ордеров это самое важное, потому что очень много я слышу, как бы, когда продают движок, они все говорят, вот наш матчинг поддерживает там миллион, миллиард там, в секунду ордеров. На самом деле это все не важно, потому что сам матчинг может поддерживать абсолютно любое количество ордеров. Важно, какая обвязка вокруг этого матчинга и насколько быстро логика обработки ордеров работает. Потому что когда вы плейсите любой ордер, он проходит через все круги для того, чтобы понять, а есть ли у вас баланс, да, на клиенте, когда вы там плейсите лимитный ордер для того, чтобы захалдировать как бы у вас эти средства и так далее. То есть дальше у вас, естественно, блокчейн-инфраструктура, вся хостинг-инфраструктура, потому что, конечно же, можно это все сделать на каких-то обычных серверах, можно это сделать на дорогих там клаудных серверах, там, типа Amazon, Google, Azure. Можно как бы, ну то есть надо всегда как бы стараться выбрать такие оптимальные решения, но, естественно, экономить на этом тоже не стоит. Дальше система управления кошельков тоже, наверное, такой один из важных аспектов, потому что сами блокчейны, подключение их и интеграция — это лишь только там первая маленькая деталь как бы всей работы с криптовалютами, с депозитами, с выводами. Особенно как бы если бизнес-модель вашей биржи будет направлена на работу с токенами, вот здесь как бы вы тоже столкнетесь со многими проблемами, потому что блокчейн эфира, он сильно перегружен, имеет огромное количество недостатков и так далее. Но тем не менее как бы работать можно все это продвигать и так далее. Ну, естественно, вам нужна отдельная команда, которая будет отвечать за бэкэнд. По сути, как бы, когда вы создаете команду разработки, на каждый этот пункт вам нужно фактически как бы отдельная такая мини-команда. У вас должен быть project manager, product manager, team lead у каждой команды разработки. Ну и, собственно, как бы куча будет всяких third-party integration, да, то есть когда вам нужно будет интегрироваться с различными KYC-провайдерами, с платежными системами, с EMI-ками и так далее. Собственно, давайте дальше. Следующий блок — это ликвидность. На сегодняшний день практически нереально запустить биржу. И если вы помните, буквально там 4-5 лет назад вы могли запустить биржу, и многие из бирж, запущенных в то время, они, собственно, начинали чисто на органической ликвидности, да, то есть органика. Что это значит? Это значит, когда вы запустили биржу, у вас пустые ордербуки, или вы там сами какие-то ордера выставили, да, как контрпарти ваших клиентов, и дальше вы начинаете привлекать клиентов, вы их начинаете мотивировать или стимулировать, плейсить лимитные ордера для того, чтобы они создавали внутреннюю ликвидность. По сути, конечно же, это абсолютная цель как бы любой биржи — максимально нарастить объемы внутренней ликвидности. Но на сегодняшний день это сделать, ну я не знаю, это очень сложно, да, я не хочу сказать практически невозможно, но это дико сложно, поэтому вам в любом случае нужно идти дальше, то есть вам придется делать либо маркетмейкинг, либо вам нужно будет делать какие-то интеграции с внешними поставщиками ликвидности. На самом деле интеграция с внешними поставщиками ликвидности — это нормальная практика, и весь брокерский мир уже 20-30 лет работает только так. Никто не изобретает велосипед,
И на рынок криптовалютных бирж это уже пришло несколько лет назад, и есть специальные даже поставщики ликвидности, кто непосредственно занимается агрегацией, дистрибьюцией вот этой ликвидности, неважно, маржинальная, либо спот, в терминалы других брокеров и бирж. Это как раз вот один из тех моментов, чем мы как раз таки профессионально и занимаемся. Дальше, естественно, вы можете делать какой-то свой агрегейшн, да, то есть можете подключать несколько внешних поставщиков ликвидности, замешивать какой-то пул и дальше транслировать уже на свою биржу. Причем, почему как бы вам нужно будет несколько, потому что, опять же, зависит от вашей бизнес-модели. Если у вас только ликвидные коины, да, монеты там против фиата, это одна история. А если у вас там еще и куча неликвида, или вы занимаетесь каким-то листингом, то тут вам без маркетмейкера не обойтись, потому что, ну, как бы внешнюю ликвидность на какие-то низколиквидные токены и монеты вы просто не найдете. Собственно, ликвидность очень важный аспект этой биржи. Дальше финансовый блок. Финансовый блок, опять же, то есть я уже устал говорить, что каждый блок супер важный, это, наверное, и так понятно, одно без другого работать не будет. У вас может сидеть крутая команда айтишников, но без лига участия они сделать не могут. И еще один секрет вот сейчас, как бы, да, это то, что на сегодняшний день легальная основа вашего бизнеса, особенно криптовалютная, стала стоить дороже, чем технологическая часть этого бизнеса. Потому что хороший комплайенс, хорошая лицензия, это все время, деньги, то есть годы, офисы, целая команда и так далее. У нас есть как бы несколько лицензий, включая европейские, и опыт покупки лицензированных инвестиционных компаний. Мы знаем, насколько это как бы очень долго. Возвращаясь к финансам, финансы в зависимости от позиционирования как бы финансов в структуре команды, они могут выполнять абсолютно как бы все ключевые функции, связанные с финансами, это управление всеми депозитами, выводами, банковские операции, взаимоотношения с платежными системами, следить за остатками, постоянно как бы нужно делать внутренний неттинг клиентских денег с контрпарти, с поставщиками ликвидности, с платежными системами и с банками. Очень много как бы возникает вопросов, особенно у тех, кто начинает этот бизнес, как это все нетить, потому что на первое время вам всегда нужно чуть больше операционных денег, чтобы не делать каждый день вот эти вот перемещения. То есть на самом деле как бы весь финансовый бизнес, он заключается в таком неттинге и хеджинге, и вот как раз таки за этим по большей части отвечают финансы. Дальше, операционный блок. Это такой блок, который позволяет существовать всей вашей бирже. В нем есть аккаунт менеджмент. Аккаунт менеджмент, можете назвать это работу с ключевыми клиентами, это постоянно как бы живое общение с ними. Дальше project management, это, естественно, как бы по всем отделам, в любом отделе, финансов, в IT, в маркетинге, sales, в лицензиях, у вас везде будут проекты, и вам нужны как бы project менеджеры, которые будут трекать, да, в зависимости от глубины ваших проектов. Вы можете брать project менеджера на каждый блок, либо можете просто какого-то одного-двух ребят, project менеджеров, которые будут трекать все как бы шаги всех отделов. Дальше HR менеджмент это must have, потому что в любой нормальной компании, где идет рост, HR, там, поиск талантов, это непрекращающаяся работа, которую нужно делать ежедневно. Потому что какой бы у вас онлайн-бизнес не был, его делают люди. И без хорошей команды ни один онлайн-бизнес не взлетит. Дальше риск-менеджмент и дилинг-деск – это тоже ключевые звенья как бы вашей цепочки, которые фактически будут обеспечивать вам генерацию денег. Потому что после того, как ваша IT сделала технологию, юристы сделали legal часть, sales, маркетинг привлек клиентов, аккаунты удерживают клиентов. Вот здесь дальше как бы начинается работа дилинг-деска, риск-менеджмента, которые фактически помогают вам хеджировать риски, зарабатывать на комиссии, обрабатывать клиентские потоки, правильно выстраивать стримы и так далее. То есть фактически это ваш отдел, который будет генерить вам доход. Дальше маркетинг. На сегодняшний день маркетинг, это, наверное, если взять там маркетинг sales, то маркетинг у нас уже стал намного выше, чем sales, да, потому что
Sales обычно нужен тем, у кого как бы плохой продукт. Если у вас продукт плохой, вам нужно прям вот постоянно какой-то агрессивный sales делать. Если у вас продукт хороший, вы можете как бы делать sales более мягкий, но более агрессивный маркетинг, и скорее всего по эффективности это будет намного лучше. Вы можете посмотреть на любые успешные компании, у них всегда как бы маркетинг преобладает, чем sales. И маркетинг я не буду углубляться, я думаю, каждый из вас понимает, как бы, что здесь написано. Но суть в том, что если вы хотите делать хороший маркетинг, вам нужно быть готовым тратить много денег. Потому что сейчас любая там нормальная публикация на нормальном ресурсе уже выходит там за суммы $5000 и так далее. Просто лишь одна публикация. Эффективность этого всего дела, естественно, как бы идет вниз за счет того, что растет компетенция. Я думаю, что сейчас уже на крипто, так же как и на Форекс, просто если говорить о ключевых словах, там один клик доходит до 100 и больше долларов. Просто клик, который вам никогда ничего не даст. Дальше sales. Sales, опять же, как я уже сказал, если у вас хороший продукт, у вас хорошая команда, вы понимаете, что вы делаете, вы понимаете, на какие рынки вы работаете, вы понимаете, на какую аудиторию вы работаете, вы можете свой сейлс выстраивать там в том или ином виде. Простые примеры, очень мало бирж, кто оказывает саппорт по телефону. Да? То, что делают, например, сейчас форекс-брокеры, криптобиржи еще не начали это делать. И это вот хороший пример того, как можно конкурировать на высококонкурентном рынке. Education, да, обучение клиентов, тоже мало кто из бирж как бы практикует сейчас, потому что все направлены в основном на прямое как бы привлечение клиентов, либо пытаются какими-то стандартными каналами все это привлекать, либо там через листинг, через комьюнити и так далее. Но на самом деле есть куча методов, на которые еще текущие криптобиржи не обратили внимания, и вы можете быть одним из первых, кто начнет это делать, и acquisition cost у вас очень сильно упадет, а качество клиентов вырастет. Это самое главное. Дальше безопасность. Ну, я думаю, что про безопасность, насколько это важно, на криптобиржах рассказывать не нужно. Но основной месседж такой, что с моей точки зрения, и я это вам очень рекомендую, выделять всегда блок безопасности в отдельный отдел, департамент, брать ребят, которые понимают, что такое безопасность, и, собственно, пытаться как бы защитить себя и других юзеров от вот таких вот историй взлома, краш и так далее. То есть, да, спасибо, Сергей. Собственно, я практически уложился. Если как бы взять всю работу биржи операционную, можно, вот, как я уже сказал, разбить ее на 8 вот таких вот частей, но вот в каждом самом блоке, в каждом вот этом пункте вы можете это направление еще развивать глубже и дальше. Потому что то, что собрал здесь я, это минимальные базовые шаги, которые необходимо сделать, следовать, как бы и выполнять. Собственно, буквально пару слов о том, как можно работать, не обязательно все делать полностью самим. Вы можете обратиться к компаниям, которые специализируются на том или ином блоке. Например, маркетинговый блок, вы можете найти партнеров, кто разбирается в этом. По IT-блоку на рынке достаточно вендоров, и в частности, вот, например, B2Broker — это точно такой же вендор, который предоставляет такие же решения. То есть из этих 8 блоков, как минимум, вы можете маркетинг отдать на аутсорсинг, а технологического партнера найти, не знаю, на выставке прям, или какие-то части, да, своей биржи как бы взять у этого партнера. Собственно, матчинг, Enterprise Blockchain Wallets, личные кабинеты, ликвидность, какие-то дополнительные фичи, все технологические вещи, все технологические истории, которые уже работают на многих биржах, они доказаны. В принципе, можно не изобретать велосипед и сфокусироваться на безопасности, sales, маркетинг, лицензии, операционный блок и так далее. Почему очень важно как бы фокусироваться тоже на первом пункте, на legal части. Если вы помните, буквально 2-3 года назад все говорили о децентрализации и так далее,
На сегодняшний день как бы все крупные клиенты, особенно корпоративные клиенты, никто не хотят работать как бы с нерегулируемыми биржами, никто не хочет работать с децентрализованными биржами. То есть все хотят, понятная история, они хотят быть уверены, что вы не убежите с их деньгами, что вы заэкзекьютите их ордер, что вы потом сделаете сеттлмент их денег на их банковский счет и так далее. То есть получается, на крипторынке сейчас, на крипторынке бирж, скажем так, от чего ушли, пришли обратно как бы туда же. И по сути это такая история как бы повторяется, как с форекс-брокерами. Это буквально интерфейсы, да, собственно, у нас как бы все интерфейсы на Angular, вы можете забрать их хостинг на свою сторону, можете вносить сами изменения, только после изменений мы уже не сможем как бы их обновлять придется уже на вашей стороне, да, потому что мы как бы развиваем свою API-шку, и весь фронт уже будет на вашей стороне, либо вы можете просто брать как бы готовый фронт и использовать наши стандартные как бы библиотеки, использовать его. Собственно, спасибо большое за внимание. Я очень надеюсь, что та информация, которую я вам дал, прояснила какие-то вещи на свет как бы того, как запустить, как обслуживать криптобиржу. И, собственно, если у вас будут какие-то вопросы, подходите на наш буз, мы с удовольствием на них ответим. Всем спасибо, ребята. Аплодисменты Артур Азизов, основатель BitoBroker. У нас есть 30 секунд на вопросы, друзья. Если у вас вопросы, поднимите руку. Коинпостер рекламирует бизнес, который инвестированием занимается. Это скажем ли это ваше? Еще раз, B2 что? B2 бизнес. Ну, логотип как у вас, да? Или занимается инвестированием? Можно микрофон? Можно микрофон? Это хороший вопрос. Копируем чужой маркетинг. Ребят, ни в коем случае никогда не верьте таким рекламам, потому что у нас всего 3 компании: B2Broker, B2B InPay, B2BX. Я никогда в жизни никого не призывал инвестировать, вкладывать или еще что-то. Я знаю, очень много на Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме от моего имени как бы сделаются рассылки, что там продам биткоины со скидкой, инвестируйте там еще что-то. Мы внутри как бы всегда это анонсируем, что мы никогда не занимались и не занимаемся привлечением финансирования. У нас все хорошо с клиентами, мы не ищем как бы никаких-то внешних денег и тем более не запускаем какие-то непонятные проекты. Все наши проекты, это вот 3 проекта, которые я озвучил, о них всегда можно найти кучу информации на YouTube. Подпишитесь, зайдите, обязательно посетите наш сайт. Да, вот сейчас будет последний слайд презентации, ребят, обязательно зайдите на эти сайты, просто как бы оставьте свой email. Мы не спамим ваши имейлы, мы никогда вам как бы сами не позвоним, если вы не оставите заявку на обратный звонок. Единственное, что мы будем делать, и то, что мы делаем раз в неделю, мы присылаем очень важные новости по обновлениям. Причем мы не пересказываем новости каких-то там других каналов, не пытаемся делать прогнозы про биткоин. Мы просто рассказываем о технологиях, о том, что мы делаем. И те, кому интересно, пожалуйста, оставьте свой email, будете получать какую-то полезную информацию, будете всегда в курсе последних новинок софта, последних обновлений и так далее. Вот, собственно, если есть еще вопросы или уже нет времени? У нас нет времени, у нас есть время хорошо. для аплодисментов. Ладно, все, спасибо большое, ребят. Спасибо. Спасибо. Хотите, ответить на ваши личные вопросы.